Всем привет! Вы на канале Шокояма. С нами сегодня Степа. И мы будем готовить с вами сегодня вкусный черносмородиновый зефир. Очень простой, очень легкий, как и все, что мы всегда с вами готовим. Итак, что нам потребуется из ингредиентов? Ну, это, конечно же, пюре черной смородины. Здесь у меня 250 граммов. Можете сделать сами, я использую покупное. Здесь у нас вода. Воды у меня 200 граммов, это не принципиально сколько. Сахар. Сахара полкило. Дальше белок. 60 грамм белка, либо белок двух средних яиц. Агар-агар. 10 граммов агар-агара. И 2 грамма лимонной кислоты. Можно без кислоты обойтись, но мне нравится, когда зефир слегка кисленький. Прежде всего мы должны замочить агар-агар. Мы его засыпаем в воду. И все, и даем ему набухнуть, да? Пускай набухает. Ну, минут 5 хотя бы постоит. Теперь давай, берем пюре. Давай, Степ, наливай сюда белок. Давай, выливай. Весь сюда. Давай, давай, давай. Молодец. Теперь насыпаем сюда лимонную кислоту. Давай, насыпай. Просто насыпи, да. Давай, молодец. Давай, высыпай. Не, всю-всю. Все, молодец. И добавим сюда чуть-чуть сахара из нашего объема полкило. Ну так, примерно 2-3 столовые ложки. Очень приблизительно. Ты попробовал лимонную кислоту, мой сладкий. И все, и ставим взбиваться. Ставим взбиваться. Кислая, да, Степ? Пей. Итак, взбивается наша лимонная кислота. Степа попил. Лучше? Молодец. Все, можете посмотреть. Вот наш агар-агар. Он там уже все заполонил. Теперь мы сюда насыпаем сахар. Можем ставить на плиту. Включаем термометр. Обязательно помешиваем на начальном этапе, чтобы агар-агар, который садится на дно, чтобы он не пригорел. Теперь мы подготавливаемся к тому, чтобы все-таки в конце концов наш зефир отсаживать. Я буду использовать мешок с насадкой. У меня тут есть всякие скребки и лопатки. Пергамент, на который мы будем отсаживать наши зефирки. Итак, в общем, у нас сироп уже стоит почти готов. Мы его варим до 110 градусов. К моменту, когда сироп будет сварен, ваша масса пюре и белков должна стать вот такой. Она увеличивается в объеме, становится, ну, прям как меренга. На это потребуется время. На самом деле взбивается вся эта масса без перерыва на высоких скоростях где-то 5-7 минут. За это время вы варите сироп на медленном огне, спокойно, никуда не спешим. Итак, мы сварили сироп. Сейчас мы ему дадим чуть-чуть успокоиться. Все, вот сейчас можем его уже вливать. На чуть выше среднего скорость миксера. И потихонечку, тонкой струйкой вливаем наш сироп. Теперь мы его взбиваем, продолжаем взбивать, завариваем белок. Горячо. Нам нужно, чтобы масса чуть-чуть остыла. Но имейте в виду, что как только агар-агар опустится, его температура ниже 40 градусов, он резко начнет вставать в стабильное желе. Поэтому что мы делаем? Мы подготавливаем сразу пергамент. Положим его сюда. У нас готов мешок. Пару листов пергамента. Также мы подготовим массу, которой будем посыпать наши зефирки, да, после того, как мы их отсадим. Там все очень просто. Это кукурузный крахмал и сахарная пудра, смешанные в равных пропорциях. Я уже подготовил заранее.
Она вам может сейчас и не понадобиться, если вы хотите ждать, пока ваши зефирки будут подсыхать до следующего дня. Если не хотите ждать, сразу подготовьте себе эту массу, отсадили, я вам покажу, в общем. Итак, все, масса наша подостыла. Она все еще горячая, ну не обжигающая горячая, но градусов там 60-50 есть. Вот видите, какая стабильная, очень приятная в работе масса на зефир. Итак, берем мешок. Мне удобно со скребком, вы работаете как удобно вам. Накладываем в мешок. Если у вас нет мешка, ну кладите ложкой, ничего страшного. И начинаем отсаживать. Сейчас, Степ. Итак, все, мы отсадили наши зефирины. Ну там выбирайте форму, которая вам нравится, как хотите, так и делайте. Теперь мы берем нашу вот эту массу микс. Здесь сахарная пудра и крахмал. И просто аккуратненько мы их присыпаем. Все, присыпали, теперь подождем. Нужно им дать постоять, ну хотя бы полчаса, час, спокойно, чтобы они стабилизировались. Потом мы стряхнем лишний крахмал, будем их склеивать. А вообще в идеале не посыпать их, а просто отсадить и оставить в хорошо проветриваемом помещении на ночь. За ночь они спокойно все покроются такой легкой корочкой, и мы их просто обваляли бы и тоже бы наслаждались. Вот, я надеюсь, вам понравился рецепт. Вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно оставляйте комментарии и увидимся в следующих видео. Пока-пока!